Томас Гоббс, английский философ-материалист, один из основателей современной политической философии. В природе человека три основные причины войны: соперничество, недоверие и жажда славы. Вера в себя есть нечто прекрасное, ибо это признак человека, осознающего свои способности. Красота – это вечность, длящееся мгновение. Обычно эту страсть сладострастия обозначают словом «любовь», подразумевая под ней неопределенное влечение одного пола к другому, столь же естественное, как и голод. Язык, что паутина, слабые умы цепляются за слова и запутываются в них, а более сильные легко сквозь них прорываются. Мудрость приобретается чтением не книг, а людей. И как в отношении других вещей, так и в отношении людей определяет цену не продавец, а покупатель. Пусть люди, как это большинство и делает, ценят самих себя как угодно высоко, их истинная цена не выше той, в которую их оценивают другие. Любовь к соседу – нечто другое, чем любовь к соседке. Красота – это обещание счастья. Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались. Зло, которого мы не можем ни преодолеть, ни избежать, мы ненавидим. Слова – это игральные фишки, умных людей и деньги дураков. Вещи – хитрые и наглые рабы. Они только делают вид, что подчиняются воле хозяина. Быть марионеткой у другого человека постыдно, но втройне постыдно быть марионеткой у вещей. В личности короля олицетворяется государство. Счастье не в том, что мы в чем-нибудь преуспели, а в самом преуспевании. В науках мы ищем причин не столько того, что было, сколько того, что могло бы быть. Желание нравиться есть не чувственное, а духовное удовольствие и состоит в представлении о своей способности доставлять удовольствие другим. Только в государстве существует всеобщий масштаб для измерения добродетелей и пороков, и таким масштабом могут служить лишь законы каждого государства. Незнание причин и правил не так отделяет людей от достижения их целей, как приверженность к ложным правилам. Не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе. Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех.
Истина и ложь – суть атрибуты речи, а не вещей. Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи. Достоинство – цена, которую общество готово за вас заплатить. Для мудрых людей слово «суть» лишь марки, которыми они пользуются для счета, для глупцов же они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого ученого мужа. Мир, дарованный тем, кто упорствует в своей враждебности, есть не мир, а страх. Опасное душевное заболевание охватывает тех, кто в изобилии, располагая свободным временем, находится неудел. К почестям и известности стремятся от природы все люди, но особенно те, кто вовсе не мучается заботами о хлебе насущном. Пламя страстей никогда не просветляет разума, а наоборот помрачает его. Нерешительность – нечто позорное, ибо свидетельствует о переоценке маленьких препятствий и маленьких преимуществ. Если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. Если бы я прочитал все, что прочитали бы другие, я знал бы не больше, чем знают они. Желание нравиться есть не чувственное, а духовное удовольствие, и состоит в представлении о своей способности доставлять удовольствие другим. В Новый год забывают, что было, и ждут, что будет. Но прошлое всегда с нами. Оно старается вмешаться в настоящее. Из бесконечного разнообразия образов своей фантазии люди сотворили бесконечное количество видов богов. Конечно, правильны оба утверждения: и человек человеку Бог, и человек человеку волк. Первое – в том случае, если речь идет об отношениях между собою сограждан, второе – когда речь идет об отношениях между государствами. Страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, называется религией. Война, даже самая длительная, лишь обостряет проблемы, из-за которых она началась, а решение их остается временным, наступающим после заключения мира. Только настоящее имеет бытие в природе, прошедшее имеет бытие лишь в памяти, а будущее не имеет никакого бытия. Стоимость или ценность человека, как и всех других вещей, есть его цена, то есть она составляет столько, сколько может быть получено за пользование его силой. При демократии или аристократии личное благополучие лиц продажных или честолюбивых обеспечивается не столько общественным процветанием, сколько чаще всего вероломным советом, предательством или гражданской войной.
Нет ничего легче для человека, чем нарушить свое слово. Томас Гоббс. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.